Современные школьники в развитых странах мира привыкли к тому, что их образование неразрывно связано с компьютером. Они принимают это как должное. Но есть место, где школьникам приходится очень нелегко. В одной из бразильских муниципальных школ обычный 10-летний мальчик Гильерме Сантьяго учится в 5 классе. Семья живет в районе с низким уровнем дохода, где не хватает средств связи. А сам мальчик – младший из 4 детей в семье. Он стал известен в интернете благодаря видео, опубликованному в социальной сети одним из менеджеров крупного торгового центра «Риф». Мужчина работает в магазине Samsung. Сотрудники стали замечать в своем отделе мальчика, часто подходившего к телефонам. Он включил их и завис рядом. Я переключал кнопки, смотрел на экран, время от времени что-то писал на листке бумаги. Продавцы были в напряжении, потому что малыш был маленьким и шустрым. Его одежда была не особенно новой. Таким же был и скромный рюкзак. Сотрудники магазина очень боялись, что если он украдет дорогой смартфон, им придется платить за него из собственного кармана. Тогда они решили, что наглый мальчишка приходит поиграть в игры. Устав бояться, в одну из смен менеджер подкрался поближе к малышу и, аккуратно отрезав ему путь к выходу, спросил, зачем он пришел в их салон. И что он делает с телефоном? Малыш явно был напуган, но ответил, что он здесь делает домашнее задание. Сотрудник магазина был удивлен. Потом Гильерме рассказал мне больше. В их школе учатся целых 278 учеников, у которых есть только 12 планшетов. Но главное, что интернет регулируется школьным советом, и он дает его очень ограниченно, потому что это довольно дорого. У его родителей не хватает денег, чтобы оплатить установку оборудования. Поэтому, чтобы выполнить задачу, требующую подключения к интернету, он приходит в магазин и использует один из телефонов для доступа к сети. Сегодня ему нужно выполнить задание по географии, которое займет около 10 минут. Менеджер, шокированный тягой ребенка к знаниям, разрешил ему пользоваться планшетом, на котором работать гораздо удобнее. Мальчик с радостью согласился. Сотрудник выложил видео в интернет с комментариями о том, что, хотя семья не могла позволить себе купить компьютер и вывести его в интернет, ребенок нашел возможность учиться и получать новые знания. В ответах многие бразильцы писали, что интернет в стране действительно дорогой. А семьи с низким доходом не могут позволить себе купить компьютер или планшет, потому что минимальная заработная плата составляет 1000 реалов, а стоимость даже маломощного компьютера составляет 600 реалов. Когда видео набрало более 7,5 миллионов просмотров в социальной сети, Samsung обратила на него внимание. Выступая от имени компании, менеджер по обслуживанию Nagim Group и ответственный за закупки Густаво Дуке сказал, что компания предоставляет семье Сантьяго 2 планшета с полным обслуживанием. Кроме того, устройства будут застрахованы от неожиданной поломки. Компания, производитель, решила, что стремление к знаниям, настойчивость и изобретательность должны быть вознаграждены. Учитывая, что в семье не один ребенок, компания представляет 2 продукта. Родители знали, что Гильерме иногда делал домашнее задание в торговом центре, но они не ожидали такой славы. Более того, в подарок от производителя. Они уверены, что такой щедрый жест побудит их сына учиться еще упорнее. Независимо от того, в каких условиях вы находитесь, всегда прокладывайте свой путь к знаниям и своим мечтам. Судьба обязательно вознаграждает трудолюбивых, настойчивых и храбрых.